Здравствуйте, дорогие друзья, зрители мои! Хочу пригласить вас сегодня связать достаточно простой узор. Его часто используют в качестве резиночки. Вот давайте посмотрим. Он получается очень эластичный. Даже не скажешь, что это связано крючком. Давайте я покажу, что нету ни лицевой, ни изнаночной стороны. Видите, да? Его, как я уже сказала, часто используют в качестве резиночки, но можно использовать буквально для всего. Начиная от выполнения шапочек, носочек, пледов, шарфов, кардиганов, жилеточек и так далее. Вот я выполнила точно такой же узор из точно такой же пряжи, но смотрите, выполнила я его более плотно. И эластичность уже не такая. Ну, то есть смотрите, смотря для чего вы выбираете этот узор, подбирайте обязательно крючочек. Он эластичный, но не настолько, насколько вот получается в этом случае. Вяжется очень просто. Это соединительные петелечки, провязанные за дальнюю полупетлю. Приступим к работе. Для работы нам потребуется моточек пряжи и крючок. Начнем выполнение нашего узора с 10 воздушных петелечек. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выполнили цепочку из 10 воздушных петель. Далее мы выполняем одну воздушную петелечку, которая у нас служит для перехода от одного ряда к другому. В работе не участвует, точнее в узоре. Я ввожу крючок во вторую петлю от крючка, захватываю рабочую нить и выполняю соединительную. И так я выполняю соединительные до конца нашего ряда. Считаю 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последняя 10. Выполнили. Наш с вами первый ряд завершен. Далее мы выполняем воздушную, работу разворачиваем. И очень внимательно смотрите, мы теперь ищем дальнюю полупетелечку. Вот ее очень хорошо видно. Захватываем и выполняем соединительную. Я наклоню работу, хорошо видна полупетля и соединительная. Соединительная. Итак, захватываясь за дальние полупетелечки, мы с вами выполняем соединительные петли, или их еще называют соединительными столбиками. Вот таким образом. На что вы должны обратить внимание? На то, чтобы ваши соединительные петелечки были точно такого же размера, как и в предыдущем ряду, чтобы они не были больше или меньше. И узор тогда не будет сильно растянут или затянут. И обязательно просчитывайте, то есть периодически просчитывайте, чтобы нигде ничего не потерять. И последнее выполнили. Напоминаю, воздушная петелечка у нас не участвует в самом узоре, то есть она только для перехода ряда. Ее мы не провязываем. Воздушная, работу разворачиваем, вводим крючок в заднюю или дальнюю, точнее, полупетлю и соединительно. Вот и весь наш с вами узорчик. Так мы повторяем на необходимую нам высоту. Очень просто вяжется, получается очень красиво и необычно. И, как я не устаю повторять, даже не скажешь, что это выполнено крючком. Я довяжу этот ряд и уже покажу готовый образец. Я его немножко больше сделала.
Обязательно просчитывайте, чтобы нигде ничего не потерять. Ну, в общем-то, видно, да? Узор получается у нас с вами двухсторонний. То есть нет лицевой изнаночной стороны. У меня уже готовый образец. Я его выполнила немножко шире и на необходимую мне длину. Эластичный, красивый и очень-очень простой. Чем толще пряжа, тем узор будет получаться рельефнее и объемнее. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И напоминаю, что сегодня мы с вами научились вязать очень простой узор, который часто используется в качестве резиночки. Вот этот узор более рыхло выполнен, это более плотно. Он двусторонний. Ну, давайте здесь посмотрим и здесь. И использовать его можно буквально из любой пряжи и буквально в любом изделии. Творческих вам успехов и спасибо, что вяжете вместе со мной.